На самом деле вышеупомянутый обход цензуры, несомненно, можно отнести не только к опасности, но и к большому плюсу возможностей глубинной паутины. Вы ведь все прекрасно понимаете, что никому не будет приятно, если правительство станет затыкать ему рот за каждое сказанное слово, причем касающееся не только критики режима в стране или политических деятелей. С каждым годом запреты становятся все более и более строгими. Это же касается и цензуры в целом. Иногда новые законы просто поражают своей глупостью, но бороться с ними не так просто, как хотелось бы. Для того, чтобы не бояться говорить то, что думаешь, и существует Deep Web. Да и, собственно, различного рода недоступная простым обывателям информация идет только на пользу тем же журналистам. Главное, чтобы она попадала в правильные руки, ведь, как говорится, кто владеет информацией, владеет миром. Всю суть этой проблемы отлично прокомментировал один из разработчиков Tor. Почему я выступаю за приватность и возможность анонимности? Ведь я же законопослушный гражданин, и мне нечего скрывать, так ведь? Ну, на это лично я могу ответить следующими аргументами. Может, мне и нечего скрывать, но чем я занимаюсь, это не ваше дело. Времена меняются, люди меняются, и законы меняются. Написал я что-нибудь в комментариях, а через пару лет после принятия очередного шикарного закона это вдруг стало можно причислить к экстремистским высказываниям. Я не верю, что все люди, которые пытаются следить за моими действиями, кристально честные и преданные служители Фемиды, что никто не попытается использовать полученную информацию в своих грязных корыстных целях. И ведь если в некоторых странах ситуация еще не так страшна, то, например, в том же Иране все куда тяжелее. Когда ты начинаешь понимать, что кто-то следит за тобой, и когда ты видишь какие-то свои очень личные данные на таблице, а на другой стороне следователя, или кого-то из военных, или вообще кого-нибудь, кто пугает тебя, ты уже перестаешь быть самим собой, потому что как будто пойман в ловушку какой-то мысленной цензуры. Ты не можешь говорить то, что хочешь, даже в личных беседах со своим, скажем, не знаю, родителями или парнем или девушкой. И ведь действительно, без откровенного интимного общения человек перестает быть самим собой, но надзирателей, которые не позволяют ему реализоваться, это мало волнует. В таком случае приходится идти в обход. Строгое правительство Китая оградило своим гражданам доступ в общий интернет, построив новую Великую Стену — Великий Китайский Firewall, известный также как Золотой Щит. Помимо того, что человек не может посещать иностранные сайты, система еще и блокирует неугодные ей порталы, посвященные множеству религиозных и философских течений. Фактически людей частично лишают права мыслить и выбирать. По сути, Tor отчасти является решением этой проблемы, но, к сожалению или к счастью, как сообщают, он не сильно эффективен против Золотого Щита. Случаи, когда его удавалось обойти с помощью Тора, достаточно редки. Да уж, китайцы умеют строить мощные стены. Плюс ко всему, некоторые